Бля, кто мне тут дрянь налил? Че, подожди, горло смочу. Это виноградный сок. Он, правда, забродил пару лет назад. Но хороший сок, хороший. Бабушка делала в деревне. Ну что, пишем. В конце 80-х на Западе появился серьезный повод для беспокойства. Вся проблема была в новом советском самолете. Он немного не вписывался в привычные рамки тех времен. Его не могли банально, нормально классифицировать. С одной стороны, он был слишком маневрен. С другой стороны, слишком ограничен по дальности, чтобы казаться опасным или чтобы считаться универсальной машиной. Данные разведки были однозначны: самолет опасный. И тем самым они нагоняли жути на натовских летчиков. У них были разные байки по этому поводу. Даже, кстати, Top Gun сняли частично, потому что боялись 29-го мига. Поэтому этот мем МиГ-28 так и прокатился. Да, они его боялись, и слух был такой, что если ты с ним в бою встречаешься, то скорее всего тебе не то чтобы конец, но у тебя будут очень большие проблемы. На авиасалонах он вытворял такие вещи, которые казались на то время за гранью возможностей физики и вообще невозможными были для реактивной машины на тот момент. Резкие углы атаки, контроль на грани срыва и реакция на руды, как у поршневого самолета. Но в то же время тот же самый самолет могли уничтожить еще до того, как он вообще поймет, что бой начался. Запад довольно быстро пришел к странному выводу. Это один из самых опасных истребителей, но только если дать ему шанс. Он был частью системы, и вне этой системы он терял всякий смысл. Как вы, наверное, уже поняли, сегодня речь пойдет об одном уникальном самолете и, чего кривить душой, многими очень любимый МиГ-29. Ну, слушайте, сейчас уже сложно придумать что-нибудь новое, поэтому я вам Америку точно не открою. Все уже сказано, все рассказано, интернет все помнит, найти информацию очень легко, а Википедия закрепила все эти знания буквально в одном файле. Поэтому я попробую рассказать вам всем знакомую историю, но под каким-то своим углом и через призму своего восприятия. Хотел сказать эксплуатанта, но вы же знаете, я нейросеть, поэтому какой нахрен эксплуатант? Так что давайте попробуем подсветить то, что обычно остается за кадром. А пока грузится заставка, прожмите Лукаса и напиши в комментарии, почему Мигар не нагибает. Приветствую вас, мои дорогие мамкины летуны, с вами Реальный Виртуальный, и сегодня мы будем препарировать один из самых известных истребителей, чуть не сказал, Третьей мировой войны, ну хотя холодной войны, МиГ-29. И для начала подкинем информации любителям фапать на циферке. Итак, сухие данные. Длина около 17 метров, я лично не мерил рулеткой, поэтому говорю как есть. Размах крыла чуть больше 11, максимальная скорость примерно 2,3 маха, практически потолок 18 километров. Будя накидай там одной плашкой, пускай на паузу поставит, кто любит, прочитает. Два двигателя РД-33, каждый из которых тянет больше 8 тонн на форсаже. Перегрузки до 9G, не знаю, кто вывезет больше. 7 точек подвески и до 2 тонн боевой нагрузки. МиГ-29 часто сравнивают с Су-27. И внешне они как будто бы похожи. Но опытные игроки в тундру смогут найти отличия. И больше скажу, они не конкуренты. Они создавались, по сути, в рамках тогдашней доктрины обороны Советского Союза. И да, такая была. К ней может быть ряд вопросов, но нам легко говорить с позиции после знания. Итак, поехали. Су-27 – это тяжелый истребитель завоевания превосходства в воздухе. Большой, дальний,
и рассчитан на самостоятельную работу. МиГ-29 – это легкий фронтовой истребитель, компактный, очень маневренный и изначально создан для боя рядом с линией фронта. Один должен был контролировать огромное пространство, второй – драться здесь и сейчас. При создании самолета и его вписывании в тогдашнюю доктрину инженеры КБ Микояна и Гуревича рассчитывали на разветвленную сеть аэродромов на западном рубеже СССР. Предполагалось, что угроза исходит именно оттуда, с империалистического Запада, естественно. И, что тоже важно отметить, он был приспособлен для посадки и обслуживания вне аэродрома, например, на шоссе. И многие участки тогдашних шоссейных дорог изначально под это проектировались. И да, МиГ-29 мог запуститься без наземного питания. В конструкции самолета предусмотрены следующие возможности для автономного запуска. Сейчас будет немного скучно, можете перемотать. Итак, первый. Внутренние аккумуляторы. МиГ-29 оснащен бортовыми аккумуляторами, энергии которых достаточно для питания системы запуска, приборов контроля двигателей и запуска основной силовой установки. И автономный запуск. Эта процедура предусматривает запуск одного из двигателей с помощью бортовой системы питания, после чего работающий двигатель через генератор обеспечивает электроэнергией самолет, позволяя запустить второй двигатель. Хотя использование наземного питания АПА является штатным для сохранения ресурса аккумуляторов, то автономный запуск от собственных источников полностью предусмотрен для боевых условий или действий с необорудованных аэродромов. И именно поэтому у МиГ-29 меньше дальность, меньше боевой радиус, но при этом очень высокая тяговооруженность и отличная маневренность. Про него даже шутили и тогда, и сейчас. Истребитель завоевания превосходства в воздухе над собственным аэродромом. Либо, перехватчик ближнего привода, это мое любимое. Но все это только верхушка айсберга, потому что самое интересное в этом самолете это не его характеристики, хотя тоже хороши. Самое интересное это его непростая история и то, для какой войны его вообще создавали. Так что давайте разбираться. Чтобы понять, откуда вообще взялся МиГ-29, нужно немного отмотать пленку назад, в начало 70-х примерно. В тот момент, когда военные начали понимать одну неприятную вещь. Будущая война в воздухе будет совсем не такой, или не совсем такой, скорее совсем не такой, как они себе представляли раньше. В 60-х была эйфория, казалось, что все, эпоха маневренного боя закончилась. Ракеты появились, радары, скорость. Нажал на кнопку, получишь результат. Но жизнь, как это обычно и бывает, быстро вернула всех на землю. И вообще разрулил этот вопрос Вьетнам. Вьетнам показал, что ракеты мажут, электроника тупит, а пилоты все еще вынуждены сходиться в ближнем бою. Причем мажут — это не фигура речи. По разным оценкам, эффективность ранних ракет воздух-воздух в реальном бою могла опускаться до 10, в лучшем случае 20%. То есть в лучшем случае это одна успешная атака на несколько пусков, а иногда и хуже. И в этот момент внезапно выяснилось, что старый добрый догфайт никто не отменял. Более того, без маневренности вообще никуда. Параллельно с этим начала меняться сама философия авиации. От истребителя теперь хотели вообще все. Дальний бой, ближний бой, работа по земле, высокая живучесть. И конечно же, чтобы он не стоил как крыло с нормальной итоговой ценой. То есть классическая, нам нужен идеальный самолет, но чтобы не слишком дорого. Как бы это тупо не звучало. В США к этому пришли чуть раньше. Там начали активно развивать концепцию разделения задач, о которой я, наверное, расскажу в другом видео. И, кстати, напишите в комментариях, вот прямо сейчас поставлю на паузу, о чем еще рассказать. И в итоге родилась связка F-15 Eagle, тяжелый, дальний, доминантный нагибатор, и F-16 Fighting Falcon, легкий, массовый, маневренный бестселлер. Такой себе high-low mix.
Так вот, в Союзе мы это посмотрели и сделали практически то же самое. Без копирования, но с тем же пониманием. Один самолет все не вывезет. И так появилась идея перспективного фронтового истребителя. Изначально таки хотели сделать одну универсальную машину, но идея разбилась о суровую реальность и банальные расчеты. А вообще важно понимать, что авиация — это по сути искусство компромиссов. И если пытаться впихнуть все в один самолет, то получится, да ни хрена не получится. И поэтому концепцию разделили. И на свет появились две роли. Тяжелый истребитель, который позже станет Су-27, и легкий фронтовой, это будущий МиГ-29. И вот здесь важно остановиться и понять одну вещь. МиГ-29 не задумывался как универсальный солдат. Он задумывался как часть системы. Большой, жесткой и очень конкретной системы. С четкой географией, с понятным противником и с регламентированной логикой применения. И вот именно эта логика в итоге и станет его главной силой и его главной проблемой. Ну что ж, давайте представим, какой должна была выглядеть эта самая война в реальности. Европа. Конечно же, Европа. Где же еще могло развернуться глобальное сражение за светлое будущее советских детей? Плотное насыщенное ПВО, огромная разветвленная сеть аэродромов, в том числе и скрытых аэродромов, и очень короткое время на принятие решений. Это не должно было стать войной на истощение, расчет был на скорость. Взлет, контакт, бой, посадка и снова в небо. Без лишней романтики, как конвейер. Или тачдаун, если кому-то так понятнее. И в этом конвейере никто не закладывал долгую жизнь машине. Самолет в этой системе — это расходный инструмент. Жестко? Да, но именно так это и планировалось. Разветвленная сеть аэродромов вдоль западной границы, возможность быстро перебрасывать авиацию, возможность взлетать хоть с полосы, хоть с подготовленного участка дороги. Минимум времени на обслуживание, максимум вылетов. И что важно, этих самолетов должно было быть много. Очень много. Потому что ставка делалась не на единичное превосходство, а на массовость. И вот в этой логике уже не выглядит дальность таким уж критичным параметром. Этому самолету не предписывалось лететь далеко. Он должен был взлететь, выполнить задачу и вернуться. Или не вернуться. И вот под эту модель войны МиГ-29 подходит идеально. Компактный, мощный, очень маневрен и жестко привязан к системе. По сути, это самолет войны, которая так и не случилась. И вот теперь логичный вопрос. Почему он получился именно таким? Ведь если смотреть на МиГ-29 просто как набор характеристик, многое начинает казаться странным. Казалось бы, те же два двигателя. Это и лишний вес, и увеличенный расход, и усложнение конструкции. Особенно на фоне тех же американцев, которые в это время спокойно делали F-16, считали шекели и радовались жизни. Но тут снова все упирается в задачу. Самолет должен был быстро взлетать, резко набирать скорость и нормально чувствовать себя на предельных режимах, плюс банальная живучесть. Когда у тебя два двигателя, шанс вернуться все-таки выше, нежели когда он один. Дальше маневренность. Та самая, за которую его потом либо любят, либо ненавидят. Интегральная компоновка — это когда самолет по сути весь работает как одно крыло. За счет этого он спокойно держится на больших углах атаки и нормально управляется там, где другие начинают уже сыпаться. И это уже прямой расчет на ближний бой. Слушайте, и на шоу, конечно, это красиво, но все же задел был на догфайт. Теперь про дальность. Да, она небольшая, но это не баг, а фича. Если у тебя под боком куча аэродромов, и ты не летаешь далеко, тебе важнее не сколько ты пролетишь, а как быстро ты окажешься в точке. Отсюда же, кстати, и требования к обслуживанию. Самолет должен был не стоять, а летать. Поэтому удобный доступ ко всем системам, куча лючков, возможность быстро менять агрегаты, в том числе двигатели, чтобы между вылетами проходило как можно меньше времени. И отдельно системы и вооружения. Здесь все тоже заточено тупо под ближний бой.
Нашлемное целеуказание, оптико-локационная станция, ракеты с нормальными углами. Проще говоря, не обязательно идеально заходить в хвост. Иногда достаточно просто увидеть цель. И вот если собрать все это вместе, становится понятно, что перед нами не универсальный истребитель, а очень конкретный инструмент под конкретные условия. И работает он отлично, пока эти условия соблюдаются. И вот тут, наконец-то, начинается самое интересное. Ведь вся эта красивая логика работала только при одном условии, что система существует, но внезапно ее не стало. Конец 80-х, начало 90-х, заканчивается холодная война, рассыпается Варшавский блок, а следом и сам Советский Союз. И вместе с ним исчезает та самая среда, под которую делался МиГ-29. Та самая плотная сеть аэродромов, та самая логика взлет-бой-посадка, та самая массовость. В итоге получается странная картина. Самолет есть, а условий, в которых он должен работать, больше нет. И вот здесь начинают вылазить вот эти косяки, которые раньше проблемой не считалось. Небольшой радиус, прожорливые двигатели и много чего другого. Но раньше это было нормой. Теперь же это стало ограничением. Параллельно меняется и сама война. Все больше решает не то, как ты крутишься в ближнем бою, а то, кто кого раньше увидел. Появляются полноценные связки. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, средства РЭП, централизованное управление. И что самое неприятное, возможность работать на дистанции, где по сути до ближнего боя дело может вообще не дойти. И в этой реальности МиГ-29 внезапно оказывается вообще не в своей тарелке. Он все еще отлично дерется, но до драки его чаще всего просто не допускают. И самый наглядный пример – 91 год, буря в пустыне. Иракские мигари, по сути, даже не успели. Да они ничего не успели. Их раньше обнаруживали, их раньше брали на сопровождение и уничтожали еще до того, как не то чтобы начинался какой-то маневренный бой, а до того, как они понимали, что их обнаружили. И это очень важный момент, ведь эта история не про плохой самолет, это история про то, что он оказался в обстоятельствах, где правила уже другие, и где его сильные стороны просто не удается реализовать. А что дальше? А дальше начинается попытка его переосмыслить. Первое, за что логично взялись, это дальность и функционал. Его начали учить работать по земле, поняли, что воевать рядом с аэродромом уже не получится. Появляются новые версии с дополнительными топливными баками, с доработанной авионикой. Его научили работать по земле. МиГ-29 постепенно пытаются превратить из узкоспециализированного бойца в более универсальную машину. Параллельно идет работа над более глубокой модернизацией. Та самая история с МиГ-29М. Там на самом-то деле многое уже успели исправить и поменять. Даже переосмыслить. Там увеличивают запас топлива, перерабатывают конструкцию, обновляют бортовое оборудование, добавляют нормальную работу по наземным целям. По сути, это попытка сделать из него самолет уже под новую эпоху. И в теории все выглядит неплохо, но есть нюанс. На дворе 90-е. Денег нет. Приоритеты меняются. И в этот момент появляется тот самый выбор, который во многом и определил дальнейшую судьбу МиГа. И военные смотрят на два самолета. Есть МиГ-29, который нужно еще дорабатывать и дорабатывать. И есть Су-27, который изначально более универсален, изначально хорош. И делают довольно прагматичный выбор. Ставку делают на Су-27. В итоге МиГ остается, уже скорее в роли чемодана без ручки. Его, конечно, продолжают модернизировать, но уже, такое, по остаточному принципу. Появляются версии СМ, СМТ, потом корабельные 29К, потом попытка собрать все это в более современный вариант, который мы знаем как МиГ-35. Самолет становится лучше, объективно лучше. Но есть одна проблема. Он становится лучше в условиях, где конкуренция уже совсем другая. Давайте так, он хорош в вакууме, но при сравнении с одноклассниками, такое. На рынке появляются новые игроки. У западных самолетов растет уровень электроники, сетевых возможностей, дальнего боя. И самое главное, они изначально создаются под новую реальность и встроенными
в систему. Никто не делает самолет, чтобы был. А МиГ-29 все еще пытаются в нее вписать задним числом. Это уже история не про догнать и перегнать, а скорее про банальное выживание. И вот теперь, когда мы все это уже разобрали, становится чуть проще ответить на главный вопрос. Так что же такое МиГ-29? Ну да, это точно не идеальный истребитель. У него хватает спорных решений, ограничений и прочих косячков. И если смотреть на него вне контекста, к нему, конечно же, легко придраться. Но проблема в том, что МиГ-29 вообще нельзя нормально оценить вне контекста. Потому что это самолет, который изначально создавался не в вакууме и точно не для шоу. Он создавался под конкретную систему, под конкретную географию и под конкретную логику войны. И в этих условиях он был на своем месте. Быстрый, злой, очень маневренный. Характер скверный, не женат. Но как только эта система исчезла, вместе с ней начала исчезать и его практичность, и возможность применения. Самолет остался тем же, а мир вокруг поменялся. И в новом мире от истребителя начали требовать уже совсем другие вещи. МиГ-29 оказался в сложном положении. Он ведь создавался как ответ на американские истребители. Но спустя годы произошло удивительное. НАТО его изучало, НАТО на нем летало и даже использовало в тренировках. А позже страны Восточной Европы, в частности Варшавского блока, начали менять МиГ-29 на F-16. И история замкнула круг. При этом он никуда не исчез, он летает до сих пор. Воюет, модернизируется и в правильных условиях. Он может быть неприятным противником. В правильных условиях для него же. Но если убрать все споры, сравнения и цифры, остается довольно простая мысль. МиГ-29 это самолет своей эпохи. Он был одним из последних самолетов большой холодной войны. Он создавался для мира, в котором две сверхдержавы готовились к огромной воздушной битве. Но когда он по-настоящему появился на сцене, той войны уже не было. И несмотря ни на что, он до сих пор вызывает массу эмоций и на авиашоу, да и в боевых условиях. И гадким утенком его точно не назвать. Красивый самолет, как ни крути. А я люблю красивые самолеты. Чуть не забыл. Собственно, чего мы тут собрались? А как же этот самолет себя чувствует в наших любимых ДКСе, Тундре, где еще, да и нигде больше. А я хрен его знает. Я так далеко не заходил. Жмите лайки, там типа подписки и всем пока.